Всем привет, это канал Илон Маск. В этом выпуске тысячи Tesla-бот на заводах, на Гига-Берлин произошел пожар, а Starlink заработал в Иране. Начнем с Tesla и небольших наблюдений. Autopark и Smart Summon — две функции пакетов расширенного автопилота и Full Self-Driving, которым уделяется очень мало внимания со стороны владельцев. Что неудивительно, ведь ни одна из этих функций так и не получила значительного улучшения своих возможностей с момента их выпуска. А они определенно могли бы быть улучшены, поскольку владельцы сталкиваются с огромным количеством проблем, начиная от автопарковки, часто не обнаруживающей свободное место, и заканчивая вызовом с места парковки, который по очевидным причинам называют тупым вызовом. И, собственно, первая новость сразу хорошая. Лучшие умы Tesla работают над исправлением этих проблем. По словам Илона Маска, у команды есть срок до 30 сентября, чтобы предоставить действительно умные Smart Summon и Autopark. Ну что ж, у ребят еще куча времени, удачи им! Не забываем и о будущих терминаторах Маска. Согласно новому объявлению о вакансии для программы Tesla Bot, компания уже планирует разместить на своих заводах тысячи человекоподобных роботов. На прошлом дне искусственного интеллекта Илон Маск вывел на сцену забавного танцора в костюме робота, чтобы объявить о программе Tesla Bot, что не особо помогло людям отнестись к этому серьезно. Многие восприняли это как очередную шутку и не поверили, что Tesla серьезно относится к разработке робота. Однако Маск дал понять, что эта программа стала приоритетной для компании. Во время обновления дорожной карты в начале 2022 года Илон сказал, что Tesla отдает приоритет разработке робота-гуманоида Optimus, а все запуски долгожданных новых продуктов будут отложены до 2023 года. В объявлении о вакансии планирования движения и навигации Tesla Bot компания пишет, что планирует использовать тысячи человекоподобных роботов на своих заводах. А как вы думаете, с какими задачами могут справиться первые версии роботов? Давайте поговорим об этом в комментариях. А пока Tesla обновит более 1 миллиона авто из-за проблем с окнами. И хотя СМИ упорно называют это масштабным отзывом, Tesla скорее выпустит обычное обновление ПО для решения проблемы с закрытием окон. Согласно подробной информации об «отзыве» в кавычках, опубликованной NHTSA, закрывающееся окно может защемить руку или пальцы человека или любую другую часть тела с большей силой, чем требуется по федеральному законодательству. Кроме того, окно может опуститься на меньшее расстояние, чем требуется. Впервые проблема была обнаружена Теслой во время тестирования в августе. 12 сентября, после дополнительных испытаний, подтвердивших наличие проблемы, Tesla решила провести обновление ПО. Tesla подала заявку в город Остин на расширение завода Гига-Техас. По словам Илона, компания планирует создать экологический рай вокруг завода. Долгосрочной целью Tesla для этой территории является создание набережной с удобствами, которая будет идти до самого центра Остина, где можно будет ходить пешком, ездить на велосипеде или каяке, пояснил Маск. Он даже предположил, что Tesla может разработать и построить небольшие электрические лодки с ретро-футуристическим викторианским дизайном. Однако пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим, как эти планы воплотятся в жизнь. По словам Маска, работа над экологическим раем начнется только после того, как завод финансово встанет на ноги. Давайте вместе пожелаем, чтобы это произошло как можно скорее, и мы наконец-то могли сказать: как же похорошел Остин при Маске. Кстати, завод Гига-Берлин был открыт в марте и смог достаточно быстро нарастить производство, чтобы добавить вторую смену всего через 2 месяца. 2 смены означают, что Model Y сходит с конвейера в течение 16 часов ежедневно. Компания надеялась добавить полную 3-ю смену, чтобы обеспечить 24-часовое производство на всем заводе до конца года. Теперь же будет еще одна задержка, поскольку внедрение полной 3-й смены было перенесено на начало 2023-го. Вы, наверное, заметили, что мы говорим о полной 3-й смене. Это намеренно, потому что некоторые части завода уже работают в 3 смены. В настоящее время завод производит от 1500 до 2000 новых Model Y в неделю, с чем может справиться и текущее количество сотрудников. А утро понедельника оказалось не очень добрым для Гига-Берлин. На территории свалки произошел пожар, и теперь местная группа, которая борется с проектом, использует это для призыва к остановке производства.
производства. Согласно сообщению местной газеты, загорелась большая куча картона и дерева на предприятии по переработке отходов, расположенном на территории завода, в результате чего на фабрике было замечено сильное пламя. Потребовалось несколько часов, и 50 пожарных, включая 12 человек из собственной бригады Tesla, чтобы взять огонь под контроль. К счастью, никто не пострадал, и огонь не распространился на другие части завода. Однако история на этом не закончилась. Теперь недоброжелатели проекта призывают остановить производство из-за пожара. Представитель группы Штефан Шорхт прокомментировал это. «Наши худшие опасения сбылись. Мы требуем остановки производства до выяснения причины обстоятельств и выполнения всех мер безопасности в водоохранной зоне». Вы тоже это услышали? Худшие опасения этой группы заключаются, внимание, в горящей куче мусора возле завода. Сейчас полиция проводит расследование по факту происшествия, а вот пользователи сети уже шутят, что завод нуждается в защите от поджигателей, а не в улучшении мер пожарной безопасности. И в качестве бонуса хотим показать вам момент ухода FSD Beta от столкновения. Далее про SpaceX. Илон Маск заявил, что SpaceX активирует спутниковый интернет Starlink в Иране после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в Твиттере. Политик сообщил, что страна предприняла шаги для продвижения свободы интернета и свободного потока информации в Иране. Министерство финансов расширило интернет-услуги, которые доступны в Иране, несмотря на санкции. После того, как правительство Ирана закрыло доступ в интернет в некоторых частях страны, Илон Маск заявил, что будет добиваться освобождения от международных санкций, чтобы предоставлять услуги Starlink в Иране. SpaceX надеется оснастить американские школьные автобусы интернетом от Starlink. Об этом стало известно 20 сентября, когда компания подала заявку в FCC. В документе сообщается, что интернет получат автобусы, маршруты которых продолжительнее 60 минут. Не знаем, как вы, но американские школьники определенно должны быть рады этой новости. В пятницу SpaceX достигла важной вехи в производстве, создав миллионный терминал Starlink. Согласно источнику, компания отпраздновала это событие, положив в коробку с этим терминалом специальный сюрприз. Что же там такое? Надеемся, скоро узнаем, как только счастливый покупатель получит заказ. Компания Marlink может заключить контракт со SpaceX на предоставление спутникового интернета Starlink для подключения своих клиентов. Marlink является ведущим поставщиком сетевых решений, которые объединяют в себе спутниковую, наземную и цифровую связь для подключения удаленных регионов. Предполагается, что технология будет называться Smart Maritime Network. Известно, что кроме технологии Starlink от SpaceX, оператор будет использовать смешанные технологии, такие как VSAT, LTE, 4G, 5G и наземное оборудование. Все вместе сформирует единую сеть для связи между морскими судами. Отвечая на вопросы в Twitter, Илон Маск заявил, что орбитальный полет Starship возможен уже в ноябре. Илон сказал, что сейчас команда звездной базы сосредоточена на прототипах первой ступени Super Heavy B7 и B9. После огневых испытаний, которые прошли в начале этой недели, команда вернула прототип B7 с испытательной площадки в ангар сборки для улучшений и некоторых конструктивных изменений. Интересно, что о конструктивных изменениях говорится в контексте повышения надежности двигателей. Не так давно уже стало известно, что команда проводит огневые испытания двигателя Raptor, и некоторые из них целенаправленно доводит до взрыва и проверяет бронекожух, в котором находился двигатель. Далее планируется выйти на темп производства один прототип в 2 месяца. Позже Илон добавил, что вся система Starship будет готова к полету, вероятнее всего, к ноябрю. Эти и другие новости прошедшей недели вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка находится в описании. Пока!